Поскольку я пеку этот хлеб впервые, вот именно такой хлеб, хотя рецепт у меня базовый, ну вот с этими добавками я пеку хлеб впервые. Поэтому давайте вместе с вами посмотрим, что у меня получится. Всем привет, друзья! Сегодня готовим сладкий хлеб с орехами, с изюмом и с корицей. На любителя, если вам не нравится, можете переключить. С самого начала нам нужно приготовить закваску. Я ее подкормила с утра, вынула ее из холодильника и влила вот в эту банку 50 грамм воды, 50 грамм муки, независимо от того, сколько у меня было закваски. Сейчас я возьму отсюда 50 грамм уже вот такой активной закваски. Вот смотрите, как она выглядит. И буду ее подкармливать уже по рецепту. Я беру базовый рецепт хлеба. Мне нужно 50 грамм закваски. Оставшуюся закваску, поскольку я ее только что подкормила, я сейчас накрою крышкой и сразу уберу в холодильник. Больше уже ничего не буду делать, не подкармливать, ничего. Сразу она идет в холодильник. А вот сюда так обнуляю и добавляю 50 грамм воды и 50 грамм муки. Если чуть-чуть перельете, ничего страшного, просто добавьте одинаковое количество всего. У меня получилось 54 грамма воды, так, и 52 грамма муки. Все это я хорошенечко сейчас размешаю. Напоминаю, друзья, что мука у меня с содержанием белка 11,5%. Вот так. Все. Со стеночек аккуратненько снимаем. Все. Эту закваску. Вот так она. Ой. Теперь эту закваску. Вот так она выглядит. Смотрите, уже в ней появляются пузыри. Ее нужно накрыть пленочкой и оставить в теплом месте, пока она не увеличится в объеме в 2 раза. Внимание, повторяю, независимо от времени, ждем, пока закваска не увеличится в объеме в 2 раза. То есть это может занять полчаса, час, 5 часов, неважно. Главное, чтобы она увеличилась в объеме. На время не смотрим. Возвращаюсь позже. Пока у меня готовится закваска, я приготовлю изюм и орехи. Вот здесь у меня 60 грамм изюма. И сейчас я взвешу орехи. Так, возьмем примерно столько же орехов. Или чуть больше. Так, 65 грамм. Давайте округлим до 80. Вот так, 80 грамм, 79. Изюм и орехи я смешиваю и заливаю кипятком. Орехи у меня уже обжаренные, я их вынула из морозилки. Заливаю все кипятком. Оставлю орехи на столе, пока вода не остынет, потом процежу. Делаю я это для того, чтобы и орехи, и изюм впитали жидкость, и потом не впитывали жидкость из теста. Вот и все. Итак, друзья, закваска моя почти готова. И сейчас что я сделаю? Прежде чем замешивать тесто, я откину изюм и орехи на ситечко и хорошенечко их обсушу. Выкладываю их на бумажное полотенце и убираю всю лишнюю жидкость, которая в тесте нам не нужна будет. Смотрите, сколько водички тут лишней. Можно это сделать с вечера, друзья, и до утра, как бы, знаете, лишняя жидкость течет. Но имейте в виду, что если изюм и орехи слишком сильно высохнут, то они будут вбирать жидкость из теста. И тогда у вас получится немножко другой консистенции теста. Так, кому слышны крики детей, это у нас соседи веселятся. Вот, и теперь слегка, поскольку, как видите, орехи очень крупные, я их вот так вот слегка порежу на более мелкие кусочки. Не прямо мелко, просто чтобы были чуть помельче.
совсем немножко. Это все. Возвращаемся к этому чуть позже. Вот так выглядит моя закваска. Видите? Пузырится. Добавляю сюда воду по рецепту. Как видите, закваска вся всплыла. И просею сюда муку. Так, друзья, муку просею и вернусь. Сюда добавляю чайную ложечку соли. Ложечка у меня миниатюрная. И начинаем замешивать тесто. Как всегда, замешиваю в миксере, просто потому что так удобнее и быстрее. Так, со стеночек аккуратненько снимаем остатки теста, чтобы оно у нас равномерно все замешалось. И продолжаем замешивать еще несколько минут. Вот, и продолжаем замешивать еще пару минут. Ну все, друзья, думаю, что этого достаточно. Так, добавлю в миску чуть-чуть растительного масла и переложу в нее тесто. Тесто, как видите, еще немножко липкое. Ну, смотрите, надеюсь, вам видно. Да, вам видно. Видите, не так уж и липнет оно. Напоминаю, друзья, повторюсь, это базовый рецепт хлеба, который я делаю всегда, иногда с небольшими вариациями. Если добавляю ржаную муку или цельнозерновую, то чуть-чуть увеличиваю количество воды. Вот так обваливаем тесто в растительном масле, накрываем его пленочкой. И дадим ему отдохнуть ровно 1 час. Сейчас у меня 3 часа дня. Встречаемся в 4. Накидочка новенькая. Встречаемся позже. Так, ну что, друзья, прошел час. Вот так выглядит тесто. И давайте сделаем первую растяжку. Растягиваем и сворачиваем вот так к центру по часовой стрелке. Как видите, я приготовила корицу и нарезанные орехи и изюм. Я их пока не буду вмешивать, пока сделаем первую растяжку. Смотрите, пузырики уже есть. Вот тесто очень липкое пока. Накрываю опять полотенцем и вернусь через полчаса. Так, прошло полчаса. И теперь перед второй растяжкой мы добавим корицу и часть нарезанных орехов и изюма. Хорошо присыпаю тесто. Возьму воду, чтобы ничего не прилипало. И посыплю вот так часть орехов и изюма сверху. И теперь прижмем аккуратненько. И начинаем растяжку. Также с края в центр. Это у нас была вторая растяжка. Смотрите, вся корица и фрукты внутри. Все. Опять накрываем полотенечком и возвращаемся через полчасика. Еще полчасика прошло.
И мы сейчас сделаем то же самое. Еще корицы. И оставшийся изюм и орехи. Так хорошо прижимайте, чтобы все хорошо прилипло. И теперь делаем третью растяжку. Так, все. Оставим еще на полчаса. Возвращаемся через полчасика. Также накрываем полотенечком. Все, вот это нам больше не понадобится. Ну что, друзья, полчаса прошло. Давайте, вот так хлеб выглядит, тесто. Давайте теперь соберем его в комок. Я буду это делать на столе, на влажном. Так, аккуратненько вынимаем тесто. Влажными ручками. Можно мукой присыпать, если хотите. Вот аккуратненько собираем в комочек. Так, квадратный удобней. Вот так. И оставим на полчасика тесто подниматься. Вот тут прямо на столе. Накроем его этой же миской. Вот. Через полчаса возвращаюсь. Хотела на мокром столе, девчонки собираются. Ой, вот, смотрите, как тесто разошлось. Девчонки, хотела сделать на мокром столе все, но решила, что все-таки, если присыпать тесто, то будет удобней. Смотрите, какое тесто жидковатое. Поэтому давайте сделаем вот так. То, что тесто сделала, мы его сейчас вот так растянем. Ой, у меня сережка бьется. Кстати, можно еще немножко посыпать. Раз уж я здесь, давайте еще посыпем немножечко корицей. Так. И теперь сложим тесто в 3 раза. Так. И вот так его сформируем. Собираю тесто в комочек. Сильно не натягиваю, потому что, как видите, изюм вываливается. Форму я уже хорошо обсыпала рисовой мукой. И сейчас переложу сюда
тесто. Внизу тоже хорошо посыпем. Вот так. Все вот эти места склеим. И сверху тоже хорошо присыплю рисовой мукой. Так хорошо даже смажу, чтобы все тесто было хорошо смазано рисовой мукой. Тогда оно у вас не прилипнет ни к форме, ни к пленочке. Накрываем форму пленкой и ставим ее в холодильник до завтра. Завтра будем выпекать. Так, сейчас у меня 6:30. Завтра утром буду печь хлеб. Всем доброе утро, друзья! Я принесла тесто из холодильника, только что приготовила льдинку. Вот, форма у меня, кастрюля у меня уже нагревается, почти готова, буквально, может, еще пару минут. И будем ставить в духовку. Перекладываем хлеб в форму. Как видите, не прилип, ничего. Где у меня кисточка? Вот она. Ладно, оставим. Делаем надрез под углом 45 градусов. Надрезик нужно сделать. Мне кажется, предыдущий хлеб я просто слишком глубоко порезала, поэтому не очень гребешок у меня получился. Так, и теперь бросаем сюда льдинку. Попробуйте быстро ее бросить. И накрываем хлеб на 25 минут в духовку. Так, на 25 минут при 250 градусов. Потом крышечку сниму. Не знаю, друзья, что-то плохо поднялся, гребешка нет. И прилип еще. Не делайте как лучше, друзья, а делайте как всегда. Вот, и будет все нормально. Вот зачем бросила туда такую огромную льдинку, когда вот стоит у меня спрей, которым я всегда пользуюсь. Видите, вот, решила сделать как все. А надо было делать, как сама делала всегда, вот так и делать. Вот, в принципе, аромат обалденнейший, друзья, пахнет очень-очень ароматно, вкусно. Таким, знаете, пахнет булочками с корицей. Вот. Ну, посмотрим. Остынет немножко. Гребешок, как видите, не получился. Ну, не знаю, неудачный хлеб. Ну, посмотрим, какой он внутри. Ну что, друзья, давайте порежем, посмотрим, что у нас тут. И кто догадался, какие ошибки я совершила, напишите. Для тех, кто не догадался, сейчас скажу. Ну, во-первых, смотрите, хлеб получился хороший. Посмотрите, хорошо пропекся. Очень ароматный. Мякиш нежный. Посмотрите, какой мякиш. В принципе, сам хлеб неплохой. Вот единственное, что он, конечно, расплылся больше, чем поднялся. Но и, как видите, вот эти разрезы, они не раскрылся хорошо вот вместе разрезов. Значит, я считаю, в расстроенных чувствах, я считаю, что основные две ошибки, которые я сделала, это, во-первых, это нетерпение. Нужно было еще лучше нагреть кастрюлю. То есть она у меня нагревалась, наверное, минут 20. Нужно было нагревать, как всегда, полчаса, пока кастрюля хорошенько не раскалится. То есть внутри кастрюли должна быть достаточно высокая температура. Это во-первых. И во-вторых, мало пара так же плохо, как и много пара. Обычно я сбрызгиваю из пульверизатора. Вы все это знаете, те, кто смотрит мои видео. И он у меня вот лежит прямо передо мной. Нет, в этот раз я решила бросить льдинку. Вот, и причем достаточно большой кусок льда. Вот, и как видите, это тоже сыграло такую отрицательную роль. Но сам хлеб получился хороший, друзья. Посмотрите еще раз. Как видите, мякиш очень нежный. Еще, кстати, теплый. Вот. Так что сам рецепт
рабочий, хороший хлеб. Получается вкусный, ароматный, сладкий. Вот, поэтому готовьте по этому рецепту, но моих ошибок не делайте. Надеюсь, в следующий раз получится лучше. И все равно я к вам вернулась, друзья. Во-первых, посмотрите, хлеб мы сразу съели. Я вам просто хочу показать мякиш. Даже вот этот хлеб, который я считаю неудачным, который я считаю плохо поднялся, расплылся. Посмотрите, какой шикарный у него мякиш. Просто обалденный. Посмотрите. Он, во-первых, он очень вкусный хлеб получился. Он не сладкий, не приторный, обалденный. Вот орехи дают такой, знаете, хруст такой небольшой, да? Вот, ну, просто обалденный хлеб. Слушайте, вот я считаю этот хлеб неудачным, но на вкус он, ну, очень вкусный. Поэтому, не знаю, не знаю даже, можно ли назвать его удачным или неудачным. Ну, напишите в комментариях, что вы считаете. Вот как вы считаете, удачный этот хлеб или неудачный. Всем пока!